Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Корабельный пункт управления Тихоокеанского флота к работе готов. Здравствуйте, уважаемые зрители. Приблизительно вот это осталось от вооруженных морских сил России. Вот это я понимаю, движуха бункерного. Прошу поддержать канал подпиской, напишите комментарий, поставьте лайк и не переключайтесь. Дальше услышите, как Соловьев называет россиян. И они, наверное, с этим согласны. Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались? Помните? А раньше за слово «война» в принципе сажали на России. Но что-то идет точно не так. И пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. Нормальную шуточку он сказал про русских. Ну, как бы, ничего нового. И так об этом все знали. Это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: Нормально. Как вам, русские? Напишите в комментариях. Вы такие или нет? граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там. Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Ну, судя логике Соловьева, это какой-то несознательный гражданин. Умный русский не пошел туда, потому что знают, что дорога в один конец. Если не придете, вам будут санкции в виде запрета репрессионных действий, отменят водительского удостоверения, выезд за границу и так далее. Сегодня, по-моему, осталось 6 дней для того, чтобы я пошел в военкомат. Повестку прикреплю посмотреть. Теперь главный вопрос. Для чего это нужно? Кому это нужно? Может быть, кому-то уже приходила такая повестка? Поделитесь. Для чего же это все нужно? Я не могу понять. Что вообще происходит? Что меня ждет дальше? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я сходил в военкомат, там мы встретили и женщин, и мужчин. Тех, у кого военная специальность, им сразу автоматически блокируют выезд из страны и также собирают на военные сборы. И даже была беременная женщина, которой поставили военнообязанной, она, правда, медик, но сейчас также женщин-медиков ставят на учет и также ставят штамп в паспорт военнообязанный. В общем, движуха идет знатная. Пока говорят, что мобилизации не будет. До сентября. После сентября, после выборов, все побегут. Убили в Геленджике неплохо, что люди все, посваливали. Просто с города уехали нахер половину. Я вообще не понимаю, что Геленджик? Что там происходит? Неужели там дроны летают? Люди переживают. Вчера вообще бегали, люди плакали, орали. Это они радовались. Дедушка ж так и планировал все. 5-летней войны, которая за 3 дня Киев взяли. Валили кто куда. Ну, пляж пустой. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1,5 часа, сейчас будут сливать. Сочи ждет своей очереди. Уже 13 часов простояли, еще несколько простоят. 20 литров зальют и опять в очередь. Вот это я понимаю. Весело. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи. Ростов решил поддержать эту всю движуху и тоже стал в очередь. Ну а чё? Сочи может. Всего, что происходит вокруг,
Бензин это такая вообще мелочь. На 16 бараков нет ни одного нормального уличного туалета. Вы только вслушайтесь. На 16 бараков нету ни одного уличного туалета. То есть они даже не знают, что есть туалеты внутри. Люди вынуждены ходить на ведро. Нет воды. Иногда перемерзает колонка. 9 бараков с печным отоплением. Это все загрязняет. И это 21 век. В то время, когда Путин за один день несколько лярдов просто выпускает по территории Украины по мирным гражданам. Воздух. Но это никого не касается. Просим Народный фронт не оставлять эту проблему без внимания. Ну а чё? Придет НАТО, а уже все разрушили. НАТО развернется и уйдет. А эта движуха в Новороссийске. Догорают остатки военных морских сил Тихоокеанского флота, который Владимир Владимирович приехал посмотреть, а их уже нету ничего. Только плот да лодочки. Ну, все идет строго по плану, так что вы там держитесь. А вот так приблизительно сейчас выглядит оккупированный Крым и снабжение его. Это кадры пулеметчика, который пытается попасть по дрону. Вообще не понимаю. Пролетает себе мирный FPV-дрончик, а они берут и стреляют по нем. Не люди. В общем, дрончик полетел себе дальше. Искать укромное местечко где-то в русских войсках. Друзья, прошу поддержать канал подпиской. Напишите комментарий, поставьте лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.